Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. И вот сижу я тут, в Питере, и понимаю, пора написать свой собственный апокриф. Не про святых, нет, а про тех, кто для нас в СССР был почти что святым. Про группу «Смоки». Все уже про них все рассказали, и про гастроли, и про магнитоальбомы, и про то, как переписывали их песни на бобину у друга двоюродного. А я все молчал, но вот настал и мой черед. Знаете, ведь Смоки в Советском Союзе любили не просто так. Это была не просто британская группа, это был голос чего-то далекого, чистого, почти запретного. Они не кричали о революции, не били в барабаны апокалипсиса. Они пели о любви, о ревности, о соседке Элис. И в этом была вся магия. И вот спустя десятилетия эта любовь, эта теплая, чуть наивная ностальгия до сих пор кормит музыкантов. Ах, друзья мои, любители рок-н-ролльной археологии и ностальгических виниловых пылинок. И сегодня мы не просто перелистываем страницы истории, мы с вами листаем старый школьный альбом, где вместо фото обложки от Смоки, а в сердце первый трепет от звука электрогитары, доносившейся из подъезда соседа-меломана. Большинство экспертов, вы знаете этих господ в очках с толстыми стеклами, с блокнотами и списанными датами, как будто рок-н-ролл — это бухгалтерия. Начинают историю Смоки с 63-го года, с октября, с магазина в Брэдфорде под названием «Альфред Мур и сыновья». Там, среди пыльных метрономов и барабанных палочек, судьба свела двух мальчишек. Рона Келли, что приходил учиться играть на барабанах, и Алана Силсона, юного гитарного мечтателя, который заходил в магазин не столько за инструментом, сколько за вдохновением. И вот щелк, как в старом радиоприемнике, когда поймал волну. Алан говорит: «У меня дома стоит ударная установка брата, он ею не пользуется». И Рон, конечно, отвечает: «Ну тогда поехали». Так все и завертелось, как винил на проигрывателе. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Вскоре к ним присоединился Крис Норман, одноклассник Алана, парень с голосом, от которого даже строгая учительница музыки таяла, как мармеладка в кармане школьной формы. И на уроках они, конечно, не учили таблицу Менделеева. Нет, они чертили гитары в тетрадях, составляли списки идеального оборудования и мечтали о том дне, когда их услышит весь мир. А вот басиста у них не было. Но в 65-м, как по волшебству, появился Терри Атли, их одноклассник, гитарист по профессии, но с амбициями басиста. Алана и Криса он сначала не убедил. Да у нас уже два гитариста, возмущались они. Но Терри был упрям, как британский дождь. Он взял свою гитару, снял две нижние струны и сыграл басовые партии так, что даже соседский кот замурлыкал в унисон. Так родился их фирменный бэк-вокал, этот неповторимый дуэт Алана и Терри, что позже будет звучать в каждом хите Смоки, как теплый плед на холодной английской весне. А потом школьные танцы. И тут возник вопрос, под каким именем выступать. Решили по-демократичному. Написали варианты на бумажках, сложили их в шляпу. В конце концов вытащили Long Side Down. Но это название не одобрил организатор школьных танцев, и пришлось заменить его на Сфинкс. Итак, февраль 65-го. Наши юные мечтатели уже не просто джемуют в подвале, а выступают по школам и крошечным клубам Йоркшира. Но школа кончается, и жизнь, как строгая учительница, разгоняет их по разным углам. Рон уходит в колледж,
Крис и Алан на рабочие смены, а Терри учеником к отцу на завод, где гайки крепче, чем мечты. Группа, по сути, растворяется, как дым, если угодно. Но музыка, друзья, не отпускает тех, кого она однажды коснулась. В колледже Рон не может жить без ритма и вливается в группу «Черные кошки». И что делает настоящий друг? Правильно, тут же зовет своих старых товарищей. Алан и Крис бросают гаечные ключи и возвращаются к гитарам. В составе теперь еще и басист по имени Артур Хиггинс. Название меняют на «Четыре угла». И вскоре в их жизни появляется Марк Джордан, менеджер, человек с видением, с галстуком и, что важнее, с верой в этих парней. Он смотрит на них и говорит: «Ребята, четыре угла — это слишком банально», и предлагает новое имя — Элизабетяне. И тут возвращается Терри Атли. Хиггинс уходит учиться, а Терри, как верный пес Рока, возвращается в стаю. 9 декабря 1968 год. Они впервые выступили на местном телевидении, а в августе сыграли 2 песни для шоу BBC. И вскоре на группу обратил внимание RCA Records. Лейбл предложил сменить название группы на Kindness, что переводится «доброта». И 3 апреля 70-го года был выпущен сингл, который особого успеха, с таким названием, конечно же, не имел. Было продано только 300 копий, после чего контракт был расторгнут. В конце 1971 года Норман заболел. По словам врачей, это был трахеит, из-за чего тембр его голоса стал таким, каким мы его знаем сейчас. Появился новый менеджер Дэйв Игер, человек с упрямством бульдога. Он добился для них контракта с Decca Records, да, той самой Декой, что когда-то отказалась от Битлз. История, видимо, любит повторяться, но на этот раз с другим финалом. Выходят 3 сингла, продаются плохо, очень плохо. Дека, не моргнув глазом, рвет контракт. Как будто эти синглы не музыка, а просто шум ветра над пустырем Йоркшира. Но Дэйв Игер не из тех, кто сдается. Он устраивает ребят, аккомпанирующей группой, на тур легендарного Питера Нуна, звезды британской эстрады тех лет. Знаете, такой тип: костюм в полоску, улыбка до ушей, а публика до горизонта. Смоки играют в тени. Но какая это была школа? Гастроли по всей Британии, залы, логистика, звукорежиссеры, усталость до костей и, главное, опыт. А в 73-м еще один поворот. Рон Келли, барабанщик и один из основателей, решает, что ему хватит. Он уходит, чтобы отправиться в США вслед за новыми горизонтами. И на его место приходит Пит Спенсер. На одной из викторин на радио BBC Пит Спенсер сказал ведущему: «До прихода в Смоки я работал во многих командах. Выступал в кабаре, был, так сказать, кочевником. Мне приходилось выступать на лайнерах, круизах по Средиземному морю. Я чуть было не отправился в круиз по Тихому океану. Но так как моя жена не смогла присоединиться ко мне пришлось отказаться». Состав группы: Крис Норман, Алан Силсон, Терри Атли и Пит Спенсер сохранился на долгие 9 лет. Звезды почти сошлись. Оставалась самая малость, чтобы все изменилось, и этой малостью стал Билл Херли, менеджер, который изменил историю. Именно этому человеку мы обязаны тем, что парни познакомились с Ником Чином и Майком Чепменом. Этот дуэт, известный под кодовым названием Чини Чап, уже доказал свою продюсерскую состоятельность, дав путевку в жизнь группе Sweet и маленькой девушке с большой такой бас-гитарой по имени Сьюзи Кватро. Чин и Чепмен сначала работать с группой отказались, но настойчивый Херли смог их убедить. И в 1974 году Чин и Чап подписали с группой продюсерский контракт.
Их же стараниями команду взял под свое крыло Микки Моуст, владелец лейбла «Рак». Название в очередной раз было решено сменить. Херли предложил назвать группу «Смоки Джо». Он вспомнил, что группа с таким названием прекратила свое существование, и его можно было бы и использовать. Но после обсуждения Джо решено было убрать и оставить короткое «Смоки». Вариантов значений этого слова немало, от дымчатого до копченой рыбешки. Я думаю, что выбор такого названия в какой-то степени связан с появившейся в то время модой среди молодежи на ганджубас. И если учесть, что первый лонгплей был назван «Передай это по кругу», фраза и в те времена, и сейчас очень даже двусмысленная, и звучит как намек на предложение пустить косячок по кругу, то моя гипотеза насчет названия вполне оправдана. Чин и Чепман хотели таким образом привлечь к своему продукту определенную категорию потребителя. Ничего личного, просто бизнес. Это сработало, но не так, как они ожидали. На радио одноименный сингл с первого альбома крутить отказались, что сказалось на продвижении самой пластинки. Альбом вышел в 1975 году, при этом на альбоме было только 2 песни за авторством Чини Чепа. Остальные 11 были написаны самими участниками группы. Надо признать, что альбом не выстрелил, и мало того, возникли проблемы с названием группы. Смоки Робинсон заявил свои права на название, и пришлось придумывать замену. Выход нашли быстро, просто поменяв пару букв. Следующий альбом, вышедший в сентябре того же года, принес группе долгожданный успех. Их песня «Если ты думаешь, что ты знаешь, как любить меня» взлетела в Великобритании на 3-е место и стала международным хитом. Часть тиража была упакована в конверты, где название еще было написано как «Смоки», но часть имела конверт уже с измененным названием. Альбом записывался частично на Audio International Studios в Лондоне, частично на самой Дека, а сводился на Святой Земле Эбби Роуд. И на этом альбоме было уже 4 песни, принадлежавших перу Чини Чепа. И все 4 песни стали хитами и в обязательном порядке присутствуют на сборниках лучших вещей Смоки. Следующие 5 лет группа провела непрерывно гастролируя и записывая пластинки. В 1976 году выходит Midnight Cafe, знаковая для всех любителей музыки СНГ пластинка. Именно на ней записана советская народная песня «What Can I Do?». Показательно, что эту безумно любимую в СССР песню британский слушатель вниманием не удостоил. Ее даже не выпускали синглом и не включали в сборники типа Greatest Hits. Интересно и то, что авторство сей композиции принадлежало не Чини Чапу, а гитаристу группы Алану Силсону. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Все ссылки оставил в описании под видео. Ну а сколько каверов и версий этой песни гуляло по просторам нерушимого союза на рубеже 70-х и 80-х годов. Одной из самых известных советских перепевок был вариант 79-го года «Нет, я не жду» в исполнении веселых ребят.
Текст наши умельцы придумали свой, и, надо сказать, он вышел намного глупее оригинального. К тому же в оригинале, как ни странно, ни о какой любви не пелось. Это была исповедь прожегшего свою жизнь грешника. Еще меньше с первоисточником имели шуточные народные переделки, обыгрывающие в основном строчку припева. Русское ухо в горестном английском восклицании «What can I do?» сразу расслышало более родные сердцу слова. Я до палатки пойду, дойду, водки себе найду. Лично я никогда не был горячим поклонником Смоки, но и отторжения их милые мелодичные песни у меня не вызывали. Будь моя воля, я бы выделил из их творчества красивую композицию «I'll Meet You at Midnight», вышедшую на том же альбоме. Конечно, особую прелесть и драматичность ей придает струнная оркестровка. В общем-то, музыканты и вспоминали, что специально хотели сделать из этой композиции авторства Чинни Чапа что-то особенное, с оглядкой на европейское звучание. На континенте Смоки всегда любили больше, чем на родном острове. Ну а действие песни тоже происходило в Европе, а именно на парижских и Елисейских полях, где студент Жан-Клод и девушка Луиза Мария встретились и полюбили друг друга, но, судя по тексту, обещание «я встречусь с тобой в полночь» так и осталось невыполненным. Альбом поднялся на 6-е место в Германии, а синглы с альбома, вышедшие в это же время, стали мировыми хитами, как и песня «Living Next Door to Alice». Визитная карточка группы на все времена. Интересно, что первоначально эту песню, написанную все теми же Чином и Чапманом, исполнили не Смоки, а австралийское трио New World еще в 1972 году и даже заняли с ней на родине 35-е место. Кстати, многие считают, что на песню авторов вдохновила мелодия незатейливой полинезийской песенки. Версия же Смоки была выпущена на сингле только в ноябре 1976-го и ни в один из номерных альбомов группы не входила. Зато вошла в сборник Greatest Hits 1977 года и совершенно заслуженно, ибо стала номер 5 в Британии и номером 25 в США. Несмотря на мажорное звучание, текст песни достаточно грустный, ибо поется от лица лопуха, который 24 года жил по соседству с Элис, но так и не осмелился признаться ей в любви. А теперь она из дому съезжает, и парень, соответственно, рвет на себе волосы. Правда, его знакомая девушка Салли ему как бы намекает: если что, то я рядом. Но, судя по идиотии главного героя, ей вряд ли что выгорит. Второе рождение эта песня пережила в Голландии. Произошло это в одном из кафе под названием «Гомпи». Там частенько играли эту песню, и вскоре возникла добрая традиция. На припеве песни диджей приглушал звук, и подпитая толпа радостно кричала, мягко переводя: «Элис, какая нафиг Элис?». Это увидел Роб Питерс, директор одной маленькой рекорд-компании, и предложил своему знакомому певцу
выпустить эту смешную версию под маркой группы Гомпи. В 1995 году сингл вышел и стал номер 17 в Британии. Тут же отреагировали и Смоки, записав свой неприличный вариант песенки вместе с комиком Роем Чеби Брауном. И их версия заняла уже 3-е место в Британии. И Смоки стали первой группой, попавшей в хит-парад с песней, содержавшей неприличное слово. Вот такой вот у них рекорд. Правда, в Британии и США на обложке синглов, как Гомпи, так и Смоки, нехорошего слова не было. Вместо него стоял крест или крестики. Ну, а волна новой популярности этой песенки докатилась и до России. Поэтому, когда работник радио «Балтика» Михаил Башаков придумывал рекламную заставку для фирмы «Элис», то взял за основу, сами понимаете, что. Правда, в процессе переделки он так увлекся, и легкая пародия вылилась в полноценный текст. И когда лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов с удивлением узнал, что автор этой замечательной версии вовсе не народ, а его хороший знакомый, он тут же предложил записать Элис в студии. Так на свет и родилась знаменитая песенка про компанию, которая хочет пойти потусить к Элис, но опасается, что девушка, судя по всему, приличная и может не понять. Следующим удачным альбомом стал Bright Lights and Back Alleys. Эта пластинка у нас считается лучшей работой группы, хотя я так не считаю. Были альбомы и интереснее. Кроме песен, написанных Чини Чепом, на пластинке появились 2 кавера. Я думаю, что это связано с востребованностью группы. Гастроли, съемки на ТВ, времени не хватало для сочинения собственного материала. И в этом же году в ФРГ снимается документальный фильм о группе. Жизнь, как говорится, бьет ключом. Смоки на пике своей популярности, а альбом получает в Германии аж золотой статус, а в Великобритании серебряный. 1978 год стал для Смоки последним годом ее триумфа. 9 октября вышла последняя пластинка, песни из которой попали в международные чарты. Он же был последним, над которым работали Чини Чеп. Однако перед расставанием Чини и Чепман подарили еще один хит. Правда, чисто случайно и не для всей группы. Идея дуэта вокалиста Смоки Криса Нормана Сьюзи Кватро родилась в ФРГ. Совпало так, что в Кёльне Сьюзи записывала с Чепманом свой новый альбом, а неподалеку, в Дюссельдорфе, Смоки получали награду журнала «Браво». Разумеется, старые знакомые просто не могли не встретиться. Вечером мы все вышли на сцену. Это было похоже на Джеймс Сейшн. Сьюзи и Крис пели пару рок-н-ролльных песен Литл Ричарда. И когда они покинули сцену и выпивали, подошел Майк Чепман и сказал: «Вы так хорошо подходите друг к другу. Было бы здорово, если бы вы сделали что-нибудь вместе». И они оба сказали: «Конечно, почему бы и нет». Песня носила название «Stumbling In», спотыкаясь или оступаясь, и повествовала о безумной любви, которая свалилась на героев, как снег на голову, или точнее, охватила их пламенем изнутри. В ноябре 1978 года запись вышла отдельным синглом в Британии, а в январе 1979 в США, после чего эту песню добавили и в американское издание альбома Сьюзи Кватро. Да и как можно было не добавить, учитывая, какой успех снискала песня на родине певицы. Успех во многом был связан с тем, что на этом альбоме репертуар Сьюзи стилистически изменился. До этого ее знали как боевую девицу в кожаном комбинезоне, исполняющую громкие песни в стиле глэм и хард-рок. Теперь же Сьюзи предстала в новом, несвойственном ранее романтичном образе, а песни стали лиричнее и мягче.
Stumble In осталась единственным успешным американским синглом в сольной карьере Нормана. Ну а контракт Чепмена с Микки Моусом закончился, и он уехал в США, переманив заодно на свой лейбл и Сьюзи Кватро. То же самое было предложено и Крису Норману, но он отказался, за что Кватро на него долго обижалась, так как считала, что были упущены шансы для ее удачной карьеры в США. Кто знает, если бы Норман согласился, как бы изменилась история группы. Ну а 79 год ознаменовался для группы выходом нового альбома. Впервые за долгое время продюсерами выступали сами Смоуки. Без Микки Моста, без Чини Чапа, без внешнего взгляда. Только они четверо и их собственное видение того, как должна звучать их музыка теперь. Почти весь материал написан ими самими. Лишь одна песня пришла извне. Ее сочинили Глория Макари и Роджер Феррис. Люди, чьи имена не стали легендами, но чья мелодия все же нашла свое место в этом альбоме размышлений. Интересно, что запись проходила в двух мирах. Большая часть с апреля по июль в Австралии и ФРГ. Но две композиции были сделаны еще в Швейцарии во время сессий для предыдущего альбома. Как будто группа не могла до конца отпустить прошлое и оставила в новом альбоме последние отголоски старой эпохи. В 80-м году группа выпустила только сингл с кавером. Этот же кавер был добавлен и в трек-лист следующего альбома, который вышел уже в 81-м. В коммерческом плане пластинка была провальной. Даже в ФРГ она поднялась только на 17-е место. Совершенно очевидно, что группа переживала свой первый серьезный кризис. Популярность стремительно падала, надо было что-то менять. И тогда в 82 году группа делает отчаянный рывок. Сразу 3 альбома, 3 за 1 год. Как будто пытаясь перезагрузить себя, найти новую форму, новый звук и попытаться найти новую аудиторию. Разумеется, мне возразят, что из этих 3 альбомов был первый сольный альбом Криса Нормана. И да, это так, но и не так. После выхода альбома в 1982 году группу больше не сдерживали никакие контрактные обязательства. И по инициативе Нормана и Спенсера было решено прекратить гастрольную деятельность. Фактически судьба группы висела на волоске, но оставалось еще много незаконченного материала. И было решено засесть в студии и заняться записью. Смоки уехали на остров Мэн, и там на мобильной студии Mean Machine был записан сет из 18 композиций. Вскоре был найден и издатель. Это был Repertoire Records. И по условиям контракта 10 песен вошли в альбом Смоки, а 8 достались Крису. Они и были изданы как его сольная пластинка. Оба альбома выходят только в Германии, в той самой стране, что никогда не бросала их, даже когда весь мир отвернулся. Но успеха нет. И неудивительно, ведь в начале 80-х это уже не эпоха мягких баллад и струнных аранжировок. Это новая волна, Depeche Mode, Human League, Duran Duran, все блестит, пищит, мигает. И это heavy metal. Judas Priest, Iron Maiden, все гремит, рвет, бьет в уши. Вкусы изменились. Мода прошла. После выхода этих альбомов Смоки практически прекратили свою деятельность, если не считать того, что в 1983 году Крис, Алан и Терри отметились в качестве бэк-вокалистов на альбоме бывшей участницы группы ABBA. Этим альбомом занимался Майк Чепмен, ну и, видимо, не мог обойтись без своих протеже. По словам Криса Нормана, они просто взяли тайм-аут, и каждый занялся своими делами. Терри участвовал в различных музыкальных проектах,
Крис и Пит занялись написанием новых песен и их продюсированием, а Алан уехал домой и стал ждать звонка. И этого звонка пришлось ждать несколько лет. Лишь в 85-м группа по инициативе Нормана вновь собралась для благотворительного концерта в их родном Брэдфорде. И после этого концерта стали приходить предложения от промоутеров, и группа двинула на гастроли в Европу. Все шло к тому, что Смоки возобновили свою деятельность, и в 1986 году на Rock Records при участии Микки Моуста был издан сингл за авторством Ричарда Гавера, а также еще одной песни, авторами которой значатся все участники группы. Сингл вышел только в Австралии и сейчас является большой редкостью. К сожалению, в это же время Крису поступило предложение, от которого он не смог отказаться, и он выбрал сольную карьеру. А Терри и Алан собрали новую группу под старой вывеской. На смену Крису пришел Алан Бартон, а вместо Пита Спенсера взяли Пола Смита. На этом месте я должен был бы закончить свой рассказ, но, по правде говоря, ни Крис Норман, ни тем более Пит Спенсер не являются отцами-основателями Смоки. Эти лавры по праву принадлежат Алану Силсону. Именно он вместе с Роном Келли оставались ядром группы долгие годы, пока Смоки не стали теми, кем они стали. И не беда, что Рон соскочил на предпоследней остановке. Так бывает. Алан-то остался, и значит формально группа тоже. После ухода Криса, а затем и Алана через 10 лет, от Смоки осталось только название. Как от старого дома, только вывеска над крыльцом. Внутри уже другие люди, другие голоса и другие души. Они еще выпускали альбомы, и все это, безусловно, честная работа, даже местами талантливая. Но это уже не то. И вы метко подметили самую горькую иронию. Записи Криса Нормана и Смоки 90-х почти неотличимы по звучанию. Те же аранжировки, те же мелодии, тот же мягкий поп-рок с легкой грустью. Только у Смоки нет голоса Криса, а у Криса нет бэк-вокала Алана и Терри. И обе стороны, как два крыла, оторванные от одной птицы. Получается парадокс. Они разбежались, чтобы делать одно и то же, только в разных студиях под разными логотипами для разных промоутеров. Разумеется, подросли новые поколения, которым эта музыка пришлась по душе, но только не мне. Для нас, старых, прокопченных Смоки, это Крис Норман, Алан Силсон, Терри Атли и старина Пит Спенсер, и никак иначе. А на сегодня все. Слушайте хорошую музыку, и если вам что-то не понравилось с первого раза, возможно, стоит это послушать еще один раз. Ну а с вами был я, Булат Мадиев. До новых встреч! God bless you, Czech Republic!